Мы живем вместе, но говорим на разных языках. Ты используешь тысячи слов, я десяток. И мой словарь работает лучше, потому что я не трачу слова на болтовню. Каждая, как монета, имеет ценность. Ты хочешь, чтобы я слушал? Научись говорить реже, но точнее. Я дам тебе список слов, на которые я точно откликнусь. Проверим. Ты просыпаешься, подтягиваешься, говоришь «доброго утра». Я зеваю в ответ. Ты идешь на кухню, говоришь «чай», «кофе», «хлеб». Я слушаю, но не встаю, потому что эти слова не для меня, они про твою еду, а мне нужно знать про мою. Ты открываешь шкаф, шуршишь пакетом. Я уже на кухне. Почему? Потому что шуршание громче слов. Оно честнее. Пакет не врет, а твое «сейчас» может затянуться на час. Я не люблю ждать. Я люблю точность. Когда ты говоришь «еда», я понимаю. Когда ты говоришь «потом», я слышу шум. Разница не в громкости, в доверии. Ты обещал, ты сделал. Ты не сделал, слово обесценилось. Я запоминаю, я веду счет. Не в днях, в ситуациях. Если ты обманул трижды, в четвертый раз я не поверю, даже если кричать будешь. Это не упрямство, это экономика. Слово должно стоить того, чтобы на него реагировать. Ты называешь меня по имени. Барсик, Рыжик, Макс. Я слышу. Но что это значит? Для тебя это личность. Для меня это сигнал. Иногда хороший, иногда плохой. Если ты зовешь ласково, я подхожу. Если строго, я делаю вид, что не слышу. Почему? Потому что имя не несет смысла. Оно как номер телефона. Важно не кто звонит, важно зачем. Если за именем следует еда, имя хорошее. Если за именем следует ванна, имя подозрительное. Я учусь быстро. После второго раза я понимаю связь. Ты говоришь «Барсик, иди сюда». Я иду. Ты даешь лакомство. Отлично. В следующий раз я прибегу быстрее. Ты говоришь «Барсик, иди сюда». Я иду. Ты сажаешь в переноску. Все. Имя испорчено. Теперь «Барсик» значит опасность. Я буду прятаться. Ты обижаешься. Он не реагирует на имя. Реагирую. Просто я не хочу идти. Я не собака. Мне не нужно доказывать преданность беготней. Моя преданность в другом. Я рядом. Я сплю на твоих вещах, я грею ноги. Это важнее, чем подойти по команде. Имя — это инструмент. Пользуйся им аккуратно. Не пугай им, не ругай через него, иначе я переименую себя в уме. Стану тот, кто сидит под диваном. Ты думаешь, я понимаю смысл слов? Нет. Я понимаю музыку. Твой голос — это инструмент, как скрипка или барабан. Если ты говоришь мягко, я расслабляюсь. Если резко, я напрягаюсь, даже если слова хорошие. Попробуй сказать «хороший мальчик» злым голосом. Я не поверю, уши прижму, хвост уберу, потому что тон важнее содержания. Люди часто врут словами. Говорят «я не злюсь», а сами трясутся. Я вижу, я слышу. Дрожь в голосе, учащенное дыхание, запах пота. Для меня это правда, а слова просто фон. Когда ты уставший, я это знаю. Ты говоришь мельче, голос тише. Я не пристаю. Лежу рядом, молчу. Это моя поддержка. Когда ты радостный, голос звонкий. Я играю, прыгаю. Мы на одной волне. Это танец, без слов, одними звуками. Ты можешь говорить на любом языке. Китайском, английском, русском. Мне все равно. Если интонация теплая, я свой. Если холодная, я чужой. Запомни это. Когда хочешь меня позвать, не кричи. Скажи спокойно, уверенно, как будто предлагаешь что-то ценное. Я оценю, я подойду. Не потому что обязан, а потому что хочу. Есть слова, которые я люблю. Есть такие, которых избегаю. Люблю те, что пахнут едой. Колбаса, курица, вкусно. Это слова-подарки. Они открывают двери. Они обещают радость. Я бегу на них даже из другой комнаты, даже если спал. Есть слова табу. Нельзя, брысь, фу. Они как удар хлыстом. Я не понимаю смысла. Я понимаю запрет. Ты говоришь «нельзя», значит «нельзя». Но тут есть нюанс.
Если ты говоришь «нельзя» редко, я слушаю. Если постоянно, я глохну. Представь, что вокруг все время сирена. Ты перестанешь ее замечать. Так и я. Если «нельзя» звучит 10 раз в день, оно становится шумом. Я продолжаю делать свое дело. Ты злишься. Он не воспитывается. Воспитывается. Но ты сбиваешь настройки. Использую запретные слова редко. Только когда реально опасно. Розетка, открытое окно, огонь. Тогда я запомню. Это серьезно. А если нельзя за то, что я прошел по дивану, это не запрет. Это твое настроение. Я не могу строить жизнь на твоем настроении. Мне нужны правила, четкие, как забор. Вот здесь можно, вот здесь нельзя. Иначе я буду искать границы сам. А тебе это не понравится. Ты говоришь руками. Я читаю это лучше, чем слова. Если ты указываешь пальцем, я смотрю туда. Если ты открываешь шкаф, я жду еду. Если ты берешь ключи, я знаю, ты уходишь. Это язык тела. Он честнее. Слова можно изменить. Тело сложнее. Когда ты собираешься уйти, ты суетишься, быстро ходишь, одеваешься. Я вижу. Я начинаю волноваться. Не потому, что слова слышу, потому что ритм меняется. Ты становишься другим. Когда ты приходишь, ты расслабляешься, садишься, выдыхаешь. Я чувствую. Я подхожу, трусь, приветствую. Это мой язык. Поднятый хвост — я рад. Уши вперед — я слушаю. Медленное моргание — я доверяю. Ты видишь это, но часто игнорируешь. Ты хочешь, чтобы я говорил по-твоему, а сам мой язык не учишь. Давай честно, я выучил твои жесты, выучи мои. Когда я машу хвостом, это не радость, это раздражение. Когда я прячу лапы, мне холодно или страшно. Когда я показываю живот, это доверие, а не просьба погладить. Поймешь это, станем ближе. Слова вторичны, движения первичны. Мы хищники, мы читаем движения. Остановись, посмотри на меня, не говори. Просто будь, я все пойму. Ты зовешь. Иди сюда. Я смотрю, не двигаюсь. Ты обижаешься. Он меня не любит. Любит. Просто иди сюда, пустой звук. Что там? Ничего. Ты не показал причину. Для меня движение — это энергия. Зачем тратить? Если там ничего нет, я остаюсь. Если там что-то есть, я иду. Покажи мне причину. Протяни руку. Покажи лакомство. Сядь на пол. Стань ниже. Так я вижу, что ты зовешь играть или кормить. Если ты стоишь сверху и командуешь, это давление. Я не люблю давление. Я партнер, не подчиненный. Когда ты садишься, уровень меняется. Мы равны. Я подхожу. Это не дрессировка, это договор. Ты приглашаешь, я принимаю. Если я не подхожу, может, я занят. Может, я сплю. Может, я наблюдаю. Уважай мое пространство. Не требуй, приглашай. Разница огромная. Требование вызывает сопротивление. Приглашение вызывает интерес. Хочешь, чтобы я пришел? Сделай так, чтобы мне захотелось. Это сложнее, чем крикнуть, но эффективнее. Попробуй. Сегодня вечером не зови. Просто сядь. Подожди. Я сам подойду. Проверишь. Ночью мир меняется. Звуки другие. Ты спишь, я бодрствую. Это мое время. Я хожу, пью, смотрю в окно. Иногда говорю. Ты просыпаешься. Что ты орешь? Я не ору. Я сообщаю. Я здесь. Все спокойно. Ты спишь. Это проверка связи, как маяк. Если ты молчишь, все хорошо. Если ты отвечаешь, отлично. Значит, ты жив. Значит, мы вместе. Иногда я прошу еды. Ночью я активен. Инстинкт. Охота. Но чаще мне скучно. Ты днем занят. Работа. Телефон. Дела. Ночью ты мой. Все внимание мне. Я пользуюсь. Ты ворчишь, но гладишь. Я мурчу. Мы на одной волне. Не ругай меня за ночь. Это единственное время, когда ты полностью мой. Без суеты, без глаз в экране. Просто темнота и мы. Если тебе тяжело, закрой дверь. Но не кричи. Крик ночью — это тревога. Я подумаю, что опасность. Начну бегать, защищать, а ты хотел спать. Получится замкнутый круг. Договоримся. Либо ты терпишь мои ночные песни, либо делаешь мне компанию вечером, чтобы ночью я устал. Выбор за тобой. Но помни, ночь — наше время. Не отнимай его у нас. Бывают слова похожие. Киска и миска. Спать и есть. Я слышу разницу, но иногда делаю вид, что нет. Ты говоришь «спать», я бегу на кухню. Почему? Потому что спать
часто звучит как «есть» перед сном. Ты путаешь меня сам. Сегодня сказал одно, завтра другое. Я пытаюсь угадать. Иногда ошибаюсь. Ты смеешься. Глупый кот. Не глупый, внимательный. Я запоминаю контекст. Если ты говоришь «спать» и идешь в спальню, я понимаю. Если говоришь «спать» и идешь на кухню, я жду подвоха. Я адаптируюсь. Но мне нужна стабильность. Называй вещи своими именами. Еда – еда, сон – сон. Игра – игра. Не смешивай. Иначе я запутаюсь. Начну думать, что кровать – это столовая, а миска – это постель. Тогда не обижайся на беспорядок. Я делаю его не со зла. Я просто ищу логику. Ты ее не даешь. Дай мне четкие сигналы. Я запомню. Я хорошая память. Но мусор запоминать не хочу. Фильтруй свою речь. Как я фильтрую твои команды. Оставь только главное. Остальное – шум. Ты думаешь, я учусь у тебя? Наоборот, я учу тебя. Когда ты говоришь правильно, я реагирую. Ты запоминаешь. Ага, на это он пришел. Ты повторяешь, закрепляешь. Когда ты говоришь неправильно, я игнорирую. Ты замолкаешь. Почему не работает? Ты меняешь тон, меняешь слова, ищешь ключ. Это дрессировка. Только дрессируешь ты себя. Я просто направляю. Я как тренер. Ты как спортсмен. Если делаешь верно, получаешь приз, мое присутствие. Если неверно, получаю игнор. Ты учишься говорить на моем языке. Это долго, годы. Некоторые так и не выучивают, остаются иностранцами. Живут вместе, но не понимают. Я не хочу этого. Я хочу партнера. Поэтому я подсказываю. Подхожу, когда ты тихий, ухожу, когда ты шумный. Ты привыкаешь, начинаешь говорить тише, спокойнее. Это меняет тебя. Ты становишься лучше. Не только для меня, для себя, для семьи. Кот в доме – это учитель спокойствия. Урок бесплатный. Пользуйся. Не ленись. Учи язык. Он простой. Всего 10 слов. Но каких? Не только слова. Есть звуки. Шуршание, стук, щелчок. Шуршание пакета – это концерт. Я бегу из любой точки. Стук миски – это призыв. Щелчок открывашки – это гимн. Эти звуки не требуют перевода. Они универсальны. Они значат действие. Сейчас будет событие. Ты можешь говорить хоть целый день, но если не будет звука дела, я не поверю. Люди любят болтать. Сейчас, минуточку, погоди. Для меня это пустота. Дай звук. Открой пакет. Насыпь корм. Поставь миску. Звук подтверждает слово. Без звука слово «воздух». Я не ловлю воздух. Я ловлю факты. Поэтому, когда хочешь меня позвать, добавь звук. Постучи по миске. Похлопай по коленям. Шуршни игрушкой. Это работает лучше имени. Имя — это абстракция. Звук — это реальность. Я живу в реальности, не в абстракции. Пойми это, и мы сэкономим кучу времени. Ты не будешь кричать, я не буду прятаться. Все просто. Звук — дело. Нет звука — нет дела. Все честно. Ты говоришь слишком много. Это главная ошибка. Ты комментируешь каждое действие. Вот я беру ложку, вот я насыпаю, вот ешь. Зачем? Я вижу. Мне не нужен комментатор. Я сам вижу. Это сбивает. Я перестаю слушать. Выделяю главное, игнорирую остальное. Потом ты удивляешься. Он меня не слышит. Слышит. Просто там слишком много шума. Попробуй день помолчать. Говори только по делу. Еда. Нельзя. Иди. Посмотри на реакцию. Я уши подниму, я сосредоточусь, потому что слова стали редкими, стали ценными, как золото. Если золота много, оно дешевеет. Если мало, растет в цене. Так и со словами. Береги их, не трать на ветер, и я начну их собирать. Еще ошибка. Ты меняешь слова. Сегодня нельзя. Завтра не надо. Послезавтра уйди. Для меня это одно и то же. Но ты используешь разные звуки. Я путаюсь. Выбери одно и держись его. Постоянство – ключ к пониманию. Я консерватор. Я люблю порядок. В словах тоже. Дай мне порядок, и я дам тебе понимание. Вот задание. На неделю. Выбери 3 слова. Только 3. Например, еда, ко мне, нельзя. Больше ничего не говори. Используй только их. Когда кормишь – еда. Когда зовешь – ко мне. Когда запрещаешь
Нельзя. Интонация спокойная, твердая, без крика. Смотри на меня. Жди реакции. Я начну привыкать. К 3-му дню я буду реагировать быстрее. К 7-му я буду знать эти слова намертво. Это база, фундамент. Потом можно добавлять. Гулять, спать, игра. Но по одному, не сразу. Я не компьютер, я не загружаю программы. Я выращиваю связи. Это время, это труд. Но результат того стоит. Ты получишь кота, который слушает. Я получу хозяина, который понимает. Мы станем командой. Не просто соседями. Командой. Это высший пилотаж. Многие сдаются. Начинают кричать. Теряют терпение. Не сдавайся. Я стою усилий. Я умный. Я хочу понять. Помоги мне. Дай мне четкие сигналы. Я справлюсь. Ты заметишь изменения. Я начну смотреть в глаза. Чаще. Я начну подходить без зова. Сам. Я начну мурчать, когда ты говоришь. Это знак. Я принимаю твой язык. Я включаю его в свой словарь. Это честь. Для кота допустить человека в свой внутренний круг — это много. Ты станешь частью стаи, не хозяином, партнером. Мы будем понимать друг друга без слов. Ты посмотришь — я пойму. Я мяукну — ты услышишь. Это не магия. Это работа. Мы ее сделали. Вместе. Ты учил меня. Я учил тебя. Мы нашли общий язык. Он не русский, не кошачий. Он наш. Уникальный. Как отпечаток пальца. Никто больше так не говорит. Только мы. Это связь. Она крепче цепей. Она на доверии. Ты не привязал меня. Я сам остался. Потому что мне с тобой хорошо. Потому что ты меня слышишь. Настоящее слышишь. Не ушами, сердцем. Это главное. Слова приходят и уходят, а чувства остаются. Помни об этом. Когда я буду молчать, я все равно тебя слышу. Ты все еще думаешь, что я не понимаю? Надеюсь, теперь ты видишь иначе? Я понимаю. Просто выбираю. Я фильтрую. Я решаю. Я живой, не робот. У меня есть мнение. У меня есть настроение. Уважай это. Не требуй. Договаривайся. Мы взрослые. Мы справимся. Я дам тебе свой словарь, ты дай мне свое терпение. Честная сделка. Напиши внизу, какое слово твой кот понимает лучше всего, и реагирует ли он на свое имя. Я прочитаю, я сравню, я сделаю выводы. До следующего разговора.